Итак, здравствуйте, дорогие мои зрители, слушатели и читатели канала «Искусство исцеления». Сегодня будет видео про путешествие, очередное путешествие в Карелию на рубеже осеннего равноденствия, когда день равняется ночи, когда солнце проходит очередную точку перехода, когда в жизни каждого случается переход, когда происходит замедление определенных энергий, это когда лето заканчивается, когда уже начинается подготовка к такому анабиозному состоянию. Надо к этому подготовиться. Вот на этой грани мы и провели путешествие. И я решил записать маленькое вступление, чтобы немножко объяснить, для чего, почему, что за путешествие, что это такое вообще, что за формат, для чего, кто может ехать, кто не может ехать, потому что практика показала, что зачастую люди на самом деле боятся, стыдятся, думают, что, наверное, нам нельзя, наверное, там что-то будет очень тяжело, наверное, у нас там будут бить, пинать. Откуда тогда слухи берутся? Заставлять что-то делать, пытать и так далее. Что происходит в путешествии? В путешествии, смотрите, мы встаем, как обычно, в 6 утра, иногда раньше, кто-то встает раньше, то есть самостоятельно. Если это рассвет, то есть в данном случае где-то в 6-6:30, то есть мы к рассвету готовимся, встречаем рассвет. Проводим какие-то самостоятельные, подготовительные практики. У каждого есть какие-либо дыхательные практики, водные, возможно, процедуры, какие-то свой комплекс упражнений и так далее. Прогулку просто раздышаться, потянуться где-то. Затем мы проводим совместную зарядку, которую проводит Юля. Потом мы работаем животом плотно, то есть в одну сторону, то есть с кем-то работаю я, и каждый работает в парах, то есть учимся, смотрим, задаем вопросы. В этом путешествии, чем уникально, что есть возможность каждый день долбить, пробовать, задавать вопросы. Подписывайтесь на этот канал. Чтобы вот за 7 практик, как минимум 7 практик, потому что можно делать самостоятельно где-то, договориться с кем-то и еще прорабатывать, плюс прорабатывать себе, То есть можно за 7 дней очень здорово наработать хороший такой практикум. И есть возможность человека, профессионала под боком задать ему вопрос, чтобы он разъяснил, что здесь, почему так. Задача убрать страхи, задача пойти в исследование, в интерес изучения своего тела, изучения познаний и так далее. Затем, то есть, у нас завтрак. После завтрака мы выдвигаемся куда-то, это либо в горы, либо вот на лодках куда-то плыть. То есть что-то интересное мы раскрываем в природе, находим, двигаемся, изучаем. Либо это пешком пройти, либо на машине проехать, либо на лодке проехать. Никакой нагрузки, то есть ничего там, никаких выходов. То есть это здесь путешествие, это пространство, которое мы создаем для обучения, а не суть именно не в самом путешествии. Здесь не так, что то есть надо ходить там какие-то выходы или еще что-то. Это просто по кайфу, в удовольствие, кто что как делает, чтобы это приносило удовольствие, радость, разгрузку психики, чтобы она вытаскивалась из эгрегоров обыденности, обычной жизни, вот этих уже накопленных каких-то тревог, сомнений, переживаний, убеждений и так далее. Вот. Затем, то есть также мы в процессе работаем над выстраиванием осей, то есть мы учимся выстраивать наше тело, то есть как у нас стоят стопы, как у нас стоят колени. Вот эти все иксы там человеческие или ноги колесом, какие-то неровные ноги. В основном, что у человека, то есть разболтаны вот эти связки, и поэтому часто, например, коленка вот так отваливается в сторону. При ходьбе это происходит. Что в этот момент происходит? То есть коленка вот так отвалена, и вот стопа, допустим, завалена на внешнюю сторону. Это я уже не говорю, про вот эти еще искажения, но мы сейчас их пока не берем. То есть просто вот это движение, оно уже заваливает стопу на внешнюю сторону, и вот человек ходит, у него ноги колесом, здесь на топтыше, то есть здесь идет деформация какая-то пальцев там и так далее. А в этом упражнении мы учим как раз подтягивать, не разваливаться от коленки и стопы. Здесь очень важно почувствовать опору на стопы. Плоскостопие, нарушение искривления таза, нарушение позвоночника, различные хондрозы, остеохондрозы, плечи, голова, череп, лопатки и так далее. Со всем мы этим работаем, со всем этим я показываю упражнения, как это все самостоятельно в дальнейшем, когда вы уедете из путешествия, заниматься и выстроить себя в течение года, например, 2 лет, то есть создать хорошую осанку, хорошее положение тела и так далее.
Дальше мы, то есть, работаем, либо это второй раз прорабатываем живот уже в обратную сторону, потому что каждый человек, каждый день должен быть обязательно проработан на живот. Вот. И вечерняя программа, так же, как и в процессе путешествий, в процессе каких-то поездок, походов, мы разбираем какие-то эмоциональные, психологические моменты. И вечером, то есть это либо баня, и в процессе тоже, либо это уже целенаправленная как лекция и как практическая работа. То есть мы разбираем, что такое эмоции, как с ними работать, как их по-настоящему проживать, чтобы не они вас постоянно проживали, а вы научились проживать свои эмоции, осознавать их, прояснять их, проживать их правильным образом. Вообще у нас сегодня день злости, и мы все проживаем злость на все, обо всем, и учимся с этим взаимодействовать. Учимся принимать злость других, учимся злиться мягко, гармонично, нежно, не ломая, не травмируя, проживая эмоции с медом и маслом. Понимать, откуда они идут, эти эмоции, на каких мыслях основываются, откуда эти мысли произрастают. Да, это убеждения, работать с этими убеждениями, учиться их разваливать, эти убеждения, учиться формировать здоровые убеждения и так далее. То есть объем работы очень большой, и самое главное, что вы должны понять, что это путешествие не ради того, чтобы просто покататься куда-то, кайфануть, кайфануть ложным эго, да, пожрать пивка, там, не знаю, или каких-то чипсов, объедаться или еще что-то. Нет, здесь это, по большому счету, больше про разрушение своего ложного эго. Ты знаешь, кто ты без меня? Нет. Про умение взаимодействовать с реальным «я», да, осознавать себя, реальное свое положение тела в пространстве, реальное состояние внутренних органов, реальное свое психологическое состояние, научиться отслеживать. И получить инструменты, как с этим работать, для того, чтобы все больше и больше приближаться к реальному, к настоящему себе. Вот в этом, собственно говоря, и суть этих путешествий. Большой объем работы. Люди едут осознанные, люди едут заряженные, люди едут с готовностью к этому труду. Вот кому откликается, кто хочет раскрыть новое для себя, да, кто хочет действительно научиться комплексно видеть вот, работу над собой, не как что-то одно, не как вот вы видели, наверное, шуточные мои картинки про «а попить-то что?». Вот не попить-то что, да, а мы выстраиваем поэтапно. То есть вот он, фундамент, база заливается. Это мои органы, как они работают, какой кровью снабжают меня, как вырабатывают гормоны. Над этим всем можно работать. Без всяких добавок, без всяких витаминов. Все тело может само создавать и регулировать правильно, гармонично. Затем выстраивается тело, оси в плотные структуры, осанка, да, то есть череп, работа идет. Не разово это происходит. Это происходит в течение месяцев, когда человек себя сам переобучает, как он должен держать себя в пространстве, как у него должна быть грудная клетка раскрыта, как должно работать плечо, как должно работать колено, как должна стоять стопа. Да? И все, мы дальше идем к более уже тонким структурам. То есть это структуры психики, как я мыслю, как я эмоционирую, какие у меня убеждения и так далее. Поэтому мы выстраиваем базу и двигаемся все более тонким материям. При этом сам человек должен получать эти инструменты. Не кто-то за него должен это делать. Сам человек. Поэтому все зависит от каждого. Благодарю за внимание. Такое получилось вступление. Наверное, подрежу его, чтобы оно не было таким длинным. Приятного просмотра, как у нас произошло очередное путешествие в Карелию. Благодарю за внимание. До новых встреч. Где ты, Дэн? Здесь. Какое время? Сейчас. Кто ты? Этот момент. Не бывает обычных моментов. Кто ты? Этот момент.
обычных моментов. Кто ты? Вот это да. Этот Первый момент. готов. Не бывает обычных моментов. Кто ты? Этот момент. Этот момент. Не бывает обычных моментов. Этот момент. Не бывает обычных моментов. Кто ты? Где ты, Дэн? Здесь, Какое время? сейчас. Кто ты? Этот момент.